Добрый день, друзья! Сегодня у нас кружок «Умелые руки». Мы сегодня сделаем с вами утеплители для наших подоконников. Я думаю, что может быть, для кого-то это не будет новинкой, но я вам расскажу, как можно утеплить наши подоконники и немножко остудить жар с наших батарей. Помощник уже пришел, так что мы будем сейчас это делать с ним вместе. Но это его любимые утеплительные материалы, поэтому нужно на них развлечься. Я, конечно, положила здесь все, но кот все закрыл. Юлечка, ты лег на нож, может, ты не будешь мне мешать? Вот это очень плохо, что ты лег на нож. Я сегодня буду использовать вот такие листики пенопропилена. Они бывают оранжевые, серые, как вы видите, стоят здесь рядышком. Бывают голубые, зеленые, но, в общем, разных расцветок. И у них бывает разная толщина. Вот этот 2 сантиметра. Продаются в больших вот таких листах. Листы размером 120 на 60. Они бывают толщиной 2 сантиметра, 3 сантиметра и даже 5 сантиметров. Посмотрите, какая есть толщина. То есть разница большая. Но в наших теплых условиях для меня достаточно толщины 2 сантиметра. Поэтому я сейчас вам покажу, как сделать небольшой короб для подоконников. Материал очень удобный для работы. Из такого большого листа получается 2 короба. Ну, во-первых, он очень хорошо режется. Его можно просто прорезать ножом. Прорезается на глубину примерно сантиметр. И, сейчас, чтобы вам было это удобно и видно, и просто отламывается. Можно это сделать под линеечку, я вам просто показываю, как это делается. Обыкновенным или кухонным острым ножом, или макетным ножом. Но как вам удобно. Как скрепить вот эти вещи, чтобы получить... Юлечка, не мешай, пожалуйста. Я же тебе разрешила здесь полежать, не мешай. Как сделать, как их скрепить? Вот здесь могут быть разные варианты. Первое, что можно сделать, это можно склеить клеем ПВА. Причем обращаю ваше внимание, что именно клеем ПВА. Все, помощник ушел. Или вот такой клей для потолочных изделий. Он полимерный. Тоже прекрасно клеится буквально за 30 секунд. Он все склеивает. ПВА нет. ПВА нужно его приклеить и подождать примерно 12 часов для того, чтобы он склеился. Никогда не берите моменты, супермоменты, потому что они сделаны на основе растворителя. И они, сейчас покажу, прожигают вот такие дырки в полипропилене. И у вас таким клеем склеить не получится. То есть мы просто намазываем поверхность, приклеиваем ПВА и ждем, пока просохнет. Есть еще более быстрые способы склейки или сборки таких конструкций. Сейчас я вам покажу. Но самое простое, что, наверное, есть у всех в доме, это зубочистки. Берем зубочистку, ломаем ее на 2 половинки и смотрим, получается у нас или нет. Давайте вот на этих 2 примерах, вот маленькие, мы будем делать. Мы просто, как же это вам удобнее показать, чтобы было видно. Мы просто протыкаем и хорошо загоняем туда зубочистку. В одном месте, во втором, ведь даже никаких усилий не требуется. Я это буквально могу делать просто пальцем. И смотрите, конструкция готова.
Я зубочистки вставила через большое расстояние, это примерно 15 сантиметров здесь. Можно делать через 5 сантиметров. Но смотрите, даже через 15 сантиметров конструкция крепкая. А если здесь сделать еще одну зубочисточку, она будет еще крепче держаться. Так. Ну и очень быстро разбирается, если это нужно разобрать. Так. Без помощника сегодня никак. Есть еще варианты сбора. Наверное, это все-таки уже больше к мужчинам, хотя справится с этим любая женщина. Точно так же собираем это вместе. Ну, давайте в другое место. Вставляем шуруп. Шуруп можно, конечно, и пальцем вставить, но можно и просто закрутить отверткой. Ну, второй не буду вставлять. Чувствуете, что даже при одном шурупе держится уже очень хорошо. Если вкручу другой, значит, здесь вообще будет очень все плотно. Причем шурупы можно ставить на более большом расстоянии, сантиметров по 20. И еще самый простой способ – это двухсторонний скотч. Ну, это даже показывать не буду. Понятно, что здесь, что берете кусочек, берете кусочек скотча, приклеиваете его хорошенько. Так, не взяла ножницы. Давайте попробую сейчас скотч обрезать ножом. Приклеили. Сняли защитную пленочку. Давайте вот этот кусочек просто приклеим. И плотно приклеили. Тоже очень хорошо держится. Но я вам просто показываю. Вот смотрите, даже с усилием оторвать не могу. С усилием даже оторвать это уже не получается. То есть делайте тот вариант, который вам удобен. С этим справится не обязательно мужчина, с этим справится и женщина. Это все очень легко и просто. У меня получился вот такой короб для подоконника. Вот такой длинный короб для подоконника. Не знаю, как вам его показать сейчас, но в конце видео я обязательно покажу его, как он у меня стоит на подоконнике. Не забываем, что в наших еще подоконниках, даже за вот этим коробом, там между подоконником и оконной рамой есть просвет. И в эти просветы можно положить простой поролон. Это тоже будет являться утеплителем. Так. Сегодня у нас видео прямо с большим количеством помощников, которые мешают. Так, все, не мешайте, уходите. Поролон. Да что ж такое? Так, убираю зубочистки, убираю все, потому что коты не дадут вам ничего дальше рассказать. Юлечка, ну уходи, пожалуйста. А то у нас сегодня видео будет не про цветочки, а про кота. Так, попросила всех уйти, потому что снимать видео просто невозможно. Поролон бывает, продается в магазинах и строительных, и в простых хозяйственных. Он бывает тоже разного размера. То есть подбираете под свой подоконник. Еще есть вот такой материал. Это изолирующий материал. Я его использую для батарей. Но также можно использовать и на подоконниках. Придем к подоконнику и батарее, я вам покажу, как я его использую. И еще мне очень нравится, и спасибо, что одна из моих подписчиц подсказала,
Вот такая наша совершенно простая пленка-пупырка. Всеми очень любимая антидепрессант. Ее тоже можно использовать для стекла. Около подоконника и стекла уже вам расскажу и покажу, как ее можно использовать. А теперь давайте пойдем к подоконнику, чтобы я вам показала, как у меня стоит эта конструкция. Моя конструкция для подоконника собрана на шурупах или саморезах. Стоять она будет на подоконнике вот так. И если у вас очень холодно, то по толщине выбираем поролон и прокладываем вот в это место. И потом все это закрываем. Вот так этот короб будет стоять. Теперь я вам хочу показать еще пленку-пупырку, для чего ее используют. Такую пленочку можно использовать для того, чтобы прикрыть стекло. Ее можно приклеить также на двухсторонний скотч и сделать на такую высоту. Конечно, все окно закрывать не надо, но на такую высоту, там, где у вас находятся листики орхидеи. Потому что окно в любом случае, оно, даже если у вас тройные, четверные стеклопакеты, оно все равно стекло холодное, и оно все равно вытягивает тепло. Поэтому если вы прикроете такой пленочкой, которая пропускает хорошо свет, у вас еще и листики будут тоже оставаться в тепле. Пока на этом подоконнике у меня еще будут стоять котлеи. Вот так, наверное, сейчас поставлю. Котлеи любят тепло, поэтому сейчас они здесь будут стоять. А потом, когда у них начнется период покоя, ну пока еще цветут, и вот еще хочет зацвести котлеи, поэтому они постоят здесь. А когда начнется период покоя, я перенесу их в простую комнату, не на подоконник. Вот. И что вам еще рассказать? Да, и еще есть батареи. У меня батарея, она не под подоконником, а прямо от подоконника, ну просто жар от батареи идет. Я обязательно кладу вот такую дощечку сюда, чтобы уменьшить этот жар. И ставлю на нее такую вот свою брызгалку. Когда прихожу утром, и мне нужно побрызгать какие-то орхидеи, которые стоят с открытыми корнями, у меня всегда есть теплая вода. Ну, это просто я вам рассказываю, что я делаю. А если у вас очень горячие батареи, то подойдет вот такой блестящий укрывной материал. Здесь двойной скотч не подойдет, потому что будет все время плавиться клеевая сторона скотча. Ну, можно вот так прикрыть и оставить вот так. Ну, можно что-нибудь придумать еще для того, чтобы как-то закрыть батарею. И от батареи сразу не такой пышущий, огнедышащий жар идет. Тепло выходит по боковым сторонам батареи, а отсюда сразу в 2 или 3 раза меньше идет жар от батареи. Кстати, такой укрывной материал может быть тоже разной толщины. Смотрите, я показывала тоненьким закрываю, а есть еще прямо вот такой толстый. Кстати, на такой толстый материал тоже можно еще положить на вот эту конструкцию. Кстати, если вам не нравится цвет этой конструкции, можно сделать декупаж, можно ее чем-то прикрыть, цветной бумагой, клеенкой, материалом. Ну, в общем, придумать можно очень что-то интересное и красивое, чтобы вписывалось в ваш интерьер. Все эти нехитрые материалы продаются в строительных магазинах. У нас это продается в Леруа Мерлен. Кстати, вот такой лист стоит очень недорого, всего 85 рублей. Такая пленка-пупырка, ну, она даже у нас в Ашанах продается.
Этот укрывной материал тоже в строительных магазинах, причем в любых. Если у вас негде приобрести такой полипропилен, можно использовать обыкновенный простой пенопласт. Он обладает теми же свойствами, то есть как утеплитель, но просто он может крошиться. Пенопласт бывает разной структуры, но тоже можно использовать. А почему нет? Я вам рассказала такие самые простые, но я знаю, что какой изобретательный наш народ. Если у кого-то есть чем-то поделиться, какими-то лайфхаками, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы все будем очень рады, если мы все поделимся какими-то своими интересными наработками в плане утепления наших подоконников. А еще сегодня я вам хотела рассказать, и это, наверное, самый часто задаваемый вопрос. Именно в зиму, именно про керамзит. Вы знаете, что все мои орхидеи я выращиваю в керамзите. И вопрос. В керамзите очень холодно корням орхидеи. И не замерзнут ли в керамзите орхидеи на подоконниках? Давайте с вами вспомним, когда мы учились в школе. У нас был такой интересный предмет, как физика. И я понимаю, что девушкам и женщинам этот предмет в школе был всегда неинтересен. Но законов физики никто не отменял. И поэтому я вам не буду рассказывать законы термодинамики, там первый закон, второй закон. Я вам просто на простом примере объясню, холодно ли корням в керамзите. Давайте такой простой смешной пример. Например, у вас есть какая-то шикарная натуральная шуба. Пусть у кого-то будет натуральная, пусть у кого-то будет из искусственного меха. И вы знаете, что ваша шуба очень-очень теплая. Мы же ходим и в 20-градусный мороз, и в 40-градусный мороз, и в шубе нам тепло. А теперь представьте такую ситуацию. Вы попали под какой-то невероятный ливень, и ваша шуба вся до последней ниточки промокла. Вот скажите мне, пожалуйста, вам будет тепло в мокрой шубе? В искусственной, в натуральной, в любой. Просто в любой одежде, которая у вас мокрая. Вам будет также холодно. Но если это 20 градусов, вы будете ощущать безумный холод. На вас эта шуба начнет просто замерзать. Если это будет плюс, значит вам будет просто мокро, холодно и неуютно. Вот так же корни наших орхидей. Если они у нас политы, например, в коре, вы думаете, что на подоконнике будет какое-то, там рядом будет стоять горшок с керамзитом и горшок с корой? Вы думаете, что кора будет теплее, чем керамзит? Абсолютно нет. Абсолютно будет одинаково холодно и там, и там. Только есть большая разница. Кора просыхает дольше, керамзит просыхает быстрее. Поэтому мне значительно удобнее быстрее просушить керамзит в любых условиях, в жарких, в холодных. Я знаю, что корни моих орхидей не будут долго находиться именно в мокром состоянии. А в мокром состоянии как раз-таки они и будут холодные. Я не говорю, что мы наливаем полный горшок воды и держим в полном горшке воды эти корни. Нет, конечно. Но веламента напитывается. И если у вас кора остается неделю, 10 дней влажная, по законам физики корням во влажном грунте значительно холоднее, чем в том, в котором они просыхают, эти корни, быстрее. Так вот, в керамзите корни просто просыхают быстрее. А когда они одинаково влажные, и кора, и керамзит, им холодно абсолютно одинаково. Надеюсь, что я не открыла для вас Америки. И на этом простом житейском примере вам стало понятно, что если грунт влажный, мокрый, то корням орхидеи будет одинаково холодно в любом абсолютно грунте.
если грунт влажный. Если он просыхает, им будет значительно теплее. Делитесь своими лайфхаками, делитесь своими интересными наблюдениями, делитесь тем, как вы утепляете свои подоконники. Если будет много интересных примеров, я вам обязательно сниму и расскажу, сделаю такое обобщение, сниму и расскажу, еще сделаю один ролик. А пока огромное спасибо моим спонсорам, которые поддерживают мой канал. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. И до новых встреч!